Салем Достар! Здравствуйте, друзья! С вами снова Анастасия. И сегодня я плету юбочку в технике макраме. Для плетения я использовала хлопковый шпагат 2 мм. Артикл оставлю в описании. Данный шпагат идеален для новичков, поскольку в бобине целых 1300 метров, а стоит он очень недорого. Идеально для тех, кто только хочет научиться плести изделия в технике макраме и боится испортить дорогой шнур. Для плетения этой юбочки мне понадобилось 182 метра хлопкового шпагата. Юбочка плетется очень просто, но требует некоторого терпения, потому что некоторые элементы достаточно монотонны в плетении. Внимательно смотрите видео и, конечно же, загляните в описание. Там я дополнительно укажу количество нитей, которые нужно отрезать. Приятного вам плетения! Приступим! Для начала делаем пояс. Берем 3 нити по 3,5 метра. Завяжу узелок. Обычный небольшой узелок. Зафиксирую абсолютно в любом месте. И нужно сплести косичку. Самую обычную косичку, которую каждый умеет плести с детства. И вот таким образом плетем косичку. Кончик можно оставить около 5 сантиметров. И в конце тоже завязать узелок. Готово. Это поясочек. И завязать надо вот таким образом. Юбочка будет у нас завязываться по переду. Завязываю. И сейчас переворачиваю на спинку. Начнем плести со спины. И сейчас нужно навесить нити. Для этого возьму тоненький крючок. И навешиваю нити длиной 3,5 метра. Складываю нить напополам. Нахожу центр. Вставляю крючок вот так в центр косички. Вытягиваю ниточку. И закрепляю. Таким образом навешиваем нити, пропуская по 2 косички, по 2 как бы петельки. Вот в одну навесили, 2 пропустили, в третью. Две петельки пропустили, в третью. Заправляем нить.
Теперь будем провязывать квадратные узлы. 2 нити по центру, 2 по краям. Одну располагаем сверху нить, другую под низ и продеваем. Отступаем от края около 7 миллиметров. И таким образом провязываем до края. Итак, закончили, провязали первый ряд, проплели и начинаем плести второй ряд. Берем 4 нити, крайние 2 нити оставляем и также проплетаем до конца, но здесь отступаем немножко больше расстояния, примерно вот так. Итак, готово. Провязали второй ряд. Теперь берем также 4 нити, 2 от одного узла и 2 от другого. 4 нити остаются с краю. Здесь останется 4 нити и здесь. Получается, мы вяжем треугольник. Каждый раз количество нитей, которые мы оставляем, будет увеличиваться на 2, пока в конце у нас не останется один узел. Плетем до конца ряда. Не забудьте, здесь оставляем 2 нити, их не трогаем.
Далее нужно сплести вот такой элемент. Для этого, во-первых, запасаемся терпением. Это просто, но достаточно долго. И отрезаем 2 нити длиной по 5 метров 20 сантиметров. И делим их на короткую и длинную сторону. Отмеряем 1,70 м. Это будет короткая сторона. И остальная длинная сторона как раз таки это рабочая нить, с помощью которой будет получаться спираль. Итак, отмеряем от кончика 1,70 м и присоединим нить. И есть один нюанс, как навешиваем нить. Вот сейчас я держу нить, и короткая сторона у меня слева. И я вот так навешиваю. Длинная сторона справа, короткая слева. Вот навешен последний узелок. И в петельку рядом я навешиваю эту нить. Берем вторую нить. Здесь уже должна быть короткая нить слева, а длинная справа. И навешиваю ее в петельку рядом. И теперь плетем 60 сантиметров в спираль. Это значит, мы завязываем узел все время в одну сторону. Проплели 2 узла. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. И спиралька сама начинает заворачиваться. Опять 1. 2. 3. 4. 5. 6. И заворачиваем спираль. И так далее проплетаем 60 сантиметров. А затем мы эту спиральку вот таким образом присоединим по поясу на спинке. Готово, проплели спираль 60 сантиметров. Теперь как мы присоединяем ее? У нас с этой стороны 20 нитей навешано. И с этой стороны. Соответственно, посередине присоединяем. Берем только центральные нити. Крайние нити остаются висеть. Вот таким образом нити навесили. Теперь переводим их вниз. И здесь плетем косичку из 4 нитей. Вот таким образом. Крайний в центр. Перекрещиваем. Крайний в центр. Перекрещиваем. Крайний в центр. Перекрещиваем. Крайний в центр. Перекрещиваем.
Вот что получается, косичка. И плетем косичку, пока у нас нить в конце не останется. Ну вот у меня осталось сантиметра 40, и я завязала узелочек. Я закончила и просто завязываю узелок. А сейчас приступаем к завершающему этапу. Для этого нам нужно отрезать нити длиной 3,5 метра, сложить напополам. И будем провязывать вот такие косички. По одной стороне 3 штучки. И по этой стороне тоже 3 штуки. Делается очень просто. Напешиваем первую нить. Здесь я от спиральки одну петлю пропустила, навешиваю нить. Вот таким образом. И далее я буду плести узор змейка. Плетется он очень легко. Одна ниточка. Вторая. И вот таким образом плетем, чередуя нити. Какой длины провязать, можете решать сами на ваше усмотрение. У меня это примерно 60 сантиметров. Сплетем эту косу, затем здесь отступим 3 узла, свяжем еще одну косичку, и здесь отступим 4 узла и проплетем еще одну косичку. Вот так это будет выглядеть. Раз, два, три, 4 косичка. Раз, два, три, косичка. Итак, готово. Теперь вставим бусины. У меня деревянные бусины с широким отверстием, и буду помогать себе крючком. Вставляю крючок в бусину, подхватываю нити и вытягиваю. И завязываю узел. И вот что получается. Можете навесить бусины на те нити, которые считаете нужным. Я навесила нити на завязки, на вот эти длинные ниточки навешиваю. И со стороны спинки тоже навесила бусины. По некоторым нитям, не по всем, а допустим через одну, я завязываю по длине несколько узелочков. Можно 2, можно 3, тут тоже на ваше усмотрение. Это можно делать, можно и не делать. И вот таким образом это смотрится, такой небольшой легкий нюанс. Прекрасно дополняет эту юбочку. И нам останется только отрезать нити снизу. И покажу еще, что я сделала. На самом кончике, где мы закончили проплетать треугольник, я тоже провязала косичку, примерно 10 сантиметров, и одела бусинку. Итак, моя юбочка готова. Если мастер-класс понравился, если моя информация была вам полезна, поставьте лайк и подпишитесь. И до встречи в новых видео.